Last night, on the northern front line of the Donetsk People's Republic and Ukraine, artillery rang out, and many artillery shells came down in civilian areas of Gorlivka and Kalmoysky. And at least 2 civilians were injured, and 12 homes were damaged. Right now, we're going to see a press conference from the official representative of the Donetsk People's Republic, Edward Basurin, and he is going to explain more on the situation that developed through the night. Please subscribe now, like this video, comment on what else you'd like to see, and also remember that I'm moving to steemit.com, so come with me. Всем добрый день. Украинская страна опять продолжает использовать артиллерию при обстрелах территории нашей республики. Ситуация остается очень напряженной. На Донецком направлении по районам 7 населенных пунктов противник выпустил 33 мины калибром 120 и 82 мм. Вел также обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении по районам 3 населенных пунктов противник выпустил 32 мины калибром 120 и 82 мм. Также применялось гранатомет и стрелковое оружие. На Горловском направлении по районам 6 населенных пунктов враг выпустил 43 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм и 139 мин калибром 120 и 82 мм. Также применялось гранатомет и стрелковое оружие. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Вчера мы стали свидетелями ночной подготовительной украинскими изуверами провокации, жертвами которых, к сожалению, стали мирные жители с обеих сторон конфликта. Вчера вечером и ночью каратели из 54-й и 128-й бригады вели целенаправленные обстрелы из артиллерийского вооружения мирных кварталов населенных пунктов Доломитное, Гальмовский и Зайцево. Приказы на применение подчиненной артиллерии по мирным населенным пунктам нашей республики отдавали командир 54-й бригады Майстренко и командир 128-й бригады Сапко. Непосредственным командиром бригадно-артиллерийской группы 128-й бригады является Деревянко. Именно он отдавал команды орудийного расчета на открытие огня. В результате этих военных преступлений получили повреждения 14 домов и газовая труба в населенном пункте Гальмовский, также 2 домостроения и газовая труба в населенном пункте Горловка. Но это ничто по сравнению с тем, что получили ранения 2 мирных граждан нашей республики. Селиверстова, 96 года рождения, и Кулюк, 57 года рождения. При этом есть все признаки того, что данный обстрел является заранее спланированной операцией и провокацией. Вот некоторые из них. Первое. Оправданием нанесения артиллерийского удара по мирным населенным пунктам нашей республики штаб, так называемый АТО, пытается сделать обстрел из РСЗО «Град» населенного пункта Новолуганска, якобы с территории населенного пункта Горловка. При этом жители самой Горловки ведение огня не подтверждают, а опровергают его, сообщая, что никаких так называемых исходящих выстрелов РСЗО из этого населенного пункта не слышали. Буквально через несколько минут после того, как снаряды легли в центре Новолуганского, социальные сети украинских пропагандистов запестрели сообщениями с обвинением в нанесении удара вооруженных сил нашей республики и указанием якобы точного направления, откуда велся обстрел. На основе этих заслуживающих доверия сообщений штаб так называемый АТО делает срочное заявление, в котором также обвиняет нас в применении РСЗО. Сразу видно, что данная операция готовилась заранее в информационном плане. Но при этом виртуальные жители населенных пунктов Новолуганска и Горловка, а в реальности штатные офицеры 72-го Центра информационно-психологической операции Вооруженных сил Украины, сидящие в теплых креслах где-то в районе Краматорска, слегка перестарались. Часть сообщений о падении снарядов РСЗО появилась более чем за 5 минут до реального их падения. Третье. Также мы неоднократно в течение прошедших дней сообщали, что часть реактивной артиллерии из состава 128-й бригады передислоцирована в район населенного пункта Дзержинск, Новгородское, Зеленополье, а также обращали внимание миссии ОБСЕ на факт возможного применения РСЗО 128-й бригады и призывали международных наблюдателей усилить бдительность для недопущения украинской стороной грубого нарушения минских договоренностей. Однако миссия ОБСЕ не среагировала вовремя на поступающие сигналы. Четвертое.
По какой-то странной случайности в зону ответственности 54-й и 128-й бригад вчера прибыло сразу по 2 комиссии. Одна из штаба так называемого АТО, вторая комиссия представителей стран-участников НАТО. По данным нашей разведки, общую координацию действий в данной операции осуществляли именно прибывшие украинские иностранные военнослужащие, советники. Пятое. Важно отметить, что проведение данной операции неожиданно совпало со временем, когда военнослужащие Российской Федерации, входящие в СКК, покидали нашу республику. Точнее, она должна была пройти уже после убытия российских офицеров. Но ввиду несогласованности в штабе так называемого АТО, транспорт для убывающих не был подан вовремя. И как итог, провокация провалилась. СКК, находясь в полном составе, зафиксировал обстрел наших населенных пунктов. Шестое. На представленных пресс-центром АТО фотографиях осколков и фрагментов якобы снарядов РСЗО их нет. А четко видны фрагменты термобарических гранат для ручных гранатометов, из которых украинские провокаторы обстреляли дома и подожгли их. Дальность полетов этих гранат не позволяет провести выстрелы с наших позиций, которые находятся на удалении более чем 2-3 километров от разрушенных зданий. Четко видно, что обстрел из РПГ вели именно украинские силовики, находящиеся в Новолуганском, то есть 24-й батальон «Айдар», под прикрытием РСЗО 128-й бригады, которая вела огонь по окраинам населенного пункта. Надеемся, что наблюдатели миссии ОБСЕ смогут разобраться в этом непростом деле и их не удастся обмануть. При проведении расследования мы готовы сотрудничать с представителями миссии ОБСЕ для установления истинных виновников данного преступления. Слушаю вопрос. Большое спасибо, до свидания.